Далекое будущее. Остатки человечества, около 10 тысяч человек, живут в гигантском подземном бункере. Глубина 144 уровня, соединенных одной огромной винтовой лестницей. Наверху им говорят, снаружи ядовитый мертвый мир. И единственное окно в эту реальность – мутные камеры, которые транслируют безжизненный серый пейзаж на огромный экран в столовой. Бункер – это не просто дом, это вертикаль. Наверху живут те, кто у власти, в середине обычные жители, а в самом низу – механики, те, кто держит бункер на ходу. Генератор, насос, вентиляция. Чем ниже ты живешь, тем меньше у тебя прав и правды. Буквальная лестница социального неравенства. Жизнь регулирует свод законов, договор. Хранить старые реликвии запрещено. История стерта. Никто толком и не знает, что было до бункера. А сказать вслух «хочу наружу» – это приговор. Если ты захотел на волю, тебя отправляют на очистку. И вот тут самая коварная механика всего сериала. Изгнаннику дают костюм и выводят через шлюз из бункера. Но в шлеме на визоре IT-отдел включает фальшивую картинку – цветущий зеленый мир и чистое небо. Хотя на экране в столовой все видят серую мертвую пустошь. Человек в костюме, увидев этот рай, решает, что людей всю жизнь обманывали и делает то, о чем его просили. Берет тряпку и протирает линзы внешних камер, чтобы жители внутри тоже увидели эту красоту. Почти каждый перед выходом клянется, что не станет протирать, и почти каждый протирает, поддавшись увиденному. А потом делает несколько шагов и падает замертво, потому что воздух снаружи по-настоящему ядовитый, а костюм герметизирован намеренно бракованной лентой. Ее хватает ровно на то, чтобы человек успел очистить линзу и умер, так и не поняв, что зеленый мир в шлеме был ложью. Изгнанник протирает линзу, уверенный, что несет людям правду о прекрасном мире снаружи, но лишь освежает картинку мертвого мира, ту самую, которая и держит 10 тысяч человек под землей. Его надежда и есть инструмент лжи. Первый сезон стартует с трагедии. Элисон Бакер, жена шерифа Холстона, приходит к страшной мысли. Изображение снаружи – фальшивка. Она уверена, что мир на экране – обман и делает то, чего боятся все. Говорит вслух, что хочет выйти. Ее выводят на очистку. Она протирает линзу и умирает. Это ломает Холстона, и 3 года он живет с этой раной. И в итоге сам решает выйти наружу, чтобы узнать, что увидела его жена. Но перед уходом он делает неожиданный ход. Своим преемником на посту шерифа он называет инженера самых нижних механических уровней. Женщину, которая в шерифы совсем не рвется. Ее зовут Джульетта Николс. Джульетта не детектив и не политик. Она инженер до мозга костей. Верит в то, что можно потрогать руками и починить. В бункер наверх она поднимается не ради должности, а по личной причине. Незадолго до этого погиб ее возлюбленный Джордж. Официально несчастный случай, но Джульетта не верит. Джордж коллекционировал запрещенные реликвии и, кажется, знал что-то опасное. Расследуя его смерть, Джульетта начинает понимать, за загадочными смертями в бункере стоит не случайность, а система, судебный отдел. Во главе человек по имени Бернард Холланд, глава IT, тот, кто на самом деле держит бункер в кулаке. Дальше кольцо вокруг Джульетты сжимается, она находит улики. Среди них жесткий диск с запретными данными, спрятанными еще Джорджем. На нем доказательства того, что официальная картинка мира держится на лжи. И система решает от нее избавиться. Джульетту саму объявляют угрозой бункеру и приговаривают к очистке. Отправляют наружу как Элисон, как Холстона и как десятки других до нее. И здесь сериал делает первый большой поворот. У Джульетты есть друг, инженер Марта Уокер, и Марта тайком подменяет бракованную герметизирующую ленту на качественную, ту самую ленту, из-за которой люди обычно и погибают снаружи. Джульетта выходит, все ждут, что она протрет линзы, как положено, а она не протирает. Впервые за всю историю бункера человек отказывается освежать эту картинку лжи. Она догадалась, зеленый мир в шлеме – подделка. Она поднимается на холм и видит настоящую реальность – выжженная пустошь, а на горизонте – силуэты десятков других бункеров. Они не одни. На этом и заканчивается первый сезон, а второй начинается с того, что Джульетта из последних сил добирается до соседнего бункера. Он заброшен и затоплен после давнего восстания, а в глубине в защищенном хранилище прячется один из выживших, мужчина, который провел в одиночестве десятилетия. Его зовут Соло, и именно он открывает Джульетте масштаб правды. От Соло она узнает, что бункеров около 50, и это целая сеть подземных убежищ, о которых жители ее бункера даже не подозревают. Чтобы выжить в мертвом бункере 17 и найти способ вернуться домой, Джульетте приходится чинить насосы, нырять на затопленные уровни и разбираться, как вообще устроена эта система. А в ее родном бункере
18 все идет под откос. Исчезновение Джульетты не спрятать. По бункеру ползет слух, что снаружи можно выжить, а это самая опасная мысль в этом мире. Она подрывает весь порядок. Бернард, чтобы удержать контроль, закручивает гайки, перекрывает снабжение нижних механических уровней и этим самым поджигают бунт. Восстание поднимают снизу. Его ядро — Николс, Ширли и та самая инженер Уокер. Нижние уровни против власти, и противостояние выходит на грань открытой войны внутри бункера. Параллельно раскрывается еще один слой тайны. Бернард посвящает своего протеже Лукаса Кайла в секрет под названием «Наследие». Продвинутый компьютер за дверью хранилища, где хранится настоящая правда о мире и его истории. Лукас, человек с тягой к знаниям, становится человеком, допущенным к самому опасному знанию бункера, а вместе с наследием всплывает и самый жуткий механизм – предохранитель. Это скрытый рубильник в каждом бункере, труба, через которую можно закачать яд прямо в вентиляцию и разом убить все 10 тысяч человек. Его дергают, если люди поднимают восстание, рвутся наружу и подбираются к правде. И вот главная задача рубильника – не дать людям сбежать и рассказать другим бункерам правду. Управляют им извне. Сериал намеренно не говорит, кто именно жмет на кнопку. То ли приказ отдает человек из бункера 1, то ли все решает сам алгоритм, автоматическая система основателей, для которой любое восстание уже достаточный повод выпустить газ. Бункер 17, где сейчас Джульетта, это и есть жертва предохранителя. Когда 17-й давным-давно восстал, рубильник дернули. Почти все погибли, а Соло с горсткой людей уцелели лишь потому, что его родители успели заткнуть вентиляционную трубу заглушкой. То есть Джульетта ходит по бункеру, который уже прошел ровно через то, что теперь грозит ее дому. Соло показывает Джульетте чертежи своих родителей. Они когда-то пытались спасти свой бункер и оставили схему, как перекрыть трубу предохранителя. Для инженера это ключ. Теперь Джульетта знает, смертельный рубильник можно заглушить. По крайней мере, она в это верит. Джульетта рвется домой. Она своими глазами увидела, чем закончится восстание. Мертвый затопленный бункер 17, а ее родной 18-й катится ровно туда же. Если бунт разгорится, рубильник дернут над ее людьми. А услышав взрыв со стороны своего дома, она хватает снаряжение и прощается с выжившими. Джульетта добирается до своего бункера в самый разгар восстания и делает то, чего от изгнанников не ждут. Она подходит к внешней камере, протирает линзу и разворачивает перед ней кусок ткани с надписью «Небезопасно, не выходите». И тут дверь бункера открывает Бернард, но не для того, чтобы впустить Джульетту. Он собирается выйти сам, покончить с собой. Для него все рухнуло, дело всей его жизни оказалось бессмысленным, а предохранитель может убить их всех в любую секунду. И Джульетта говорит ему, что знает про предохранитель и знает, как его отключить. В этот момент дверь захлопывается, и они оба оказываются заперты в шлюзе. Камеру заливает огнем. На Джульетте огнеопорный пожарный костюм из бункера 17, на Бернарде обычный. Кто выйдет из этого огня живым, сезон оставляет открытым вопросом. Конец второго сезона делает прыжок во времени. В самые последние минуты действие переносится на 352 года в прошлое. Вашингтон до катастрофы. Мы видим, как конгрессмен по имени Дэниел впервые встречает журналистку Хелен в баре. И маленькая деталь – дозатор для конфет, реликвия для жителей бункера, связывает это прошлое с настоящим. Это прямой мостик к тому, с чего вообще все началось.